Сегодня покажу, как приготовить полезную домашнюю чиабатту с оливками на закваске. Это настоящая домашняя выпечка без дрожжей, с невероятным ароматом и хрустящей корочкой. Полезный и очень вкусный рецепт. На кухне у меня сегодня температура 23 градуса. Воду беру тоже комнатной температуры. Для рецепта нам понадобится 340 грамм. Далее пшеничная закваска 100% влажности. Она отлично выросла в 3 раза от метки. Посмотрите, вся пористая. Вот такая идеальная закваска и нужна. Кстати, кому нужна такая закваска или закваска Левито Мадре, а также ржаная, сухая или живая, заказать ее можно по ссылке в описании под видео. В рецепте у меня идет всего лишь 100 грамм закваски. Хорошенько перемешиваем закваску с водой до однородности. Далее также нужно 300 грамм белой муки. Для этого рецепта я использую муку с повышенным содержанием белка. Белок в этой муке у меня 13,5%. Так как влажность теста высокая, то и муку беру высокобелковую. Чем выше влажность теста, тем более важную роль играет количество белка в муке. Обращайте на это внимание. Для большей пользы я еще добавляю 100 грамм цельнозерновой спельтовой муки. Идеальная полезная мука. Это древний сорт пшеницы. Помимо пользы, она еще придает выпечке характерный ореховый привкус. Белок в этой муке 12%. Замешиваем тесто лопаткой. Очень хорошо вымешивается лопаткой за счет высокой влажности. Оно очень липкое. Замешиваем тесто до полного увлажнения. Это занимает максимум пару минут. Далее соберите тесто, очистите стенки миски. И на этом этапе накрываем тесто крышкой, чтобы тесто не подсыхало и не заветривалось. Оставляем на 1 час при комнатной температуре на аутолиз. Остатки закваски нужно подкормить и отправить на хранение до следующего раза. Прошел 1 час. Тесто визуально не изменилось. Добавляю в тесто 8 грамм соли. Это 2% от массы муки. Обязательно добавляем сюда 30 грамм оливкового масла и хорошенько вмешиваем соль и масло в тесто. Вот такими спокойными движениями замешиваем до полного растворения соли и распределения всего масла по тесту. Тесто стало от этого еще жиже, но продолжайте вымешивать, и оно потихоньку будет собираться. Уже чувствуется, что тесто становится более эластичнее. Продолжайте аккуратными движениями втирать соль в тесто. Она забирает на себя немного воды и укрепляет клейковину. По мере вымешивания тесто становится более собранным и приобретает форму, но все равно еще липкое и тянется. Снова накрываем тесто крышкой и оставляем при той же комнатной температуре на 30 минут. Прошло 30 минут, сделаем первое складывание теста. Смачиваем руки водой, отделяем тесто от стенок миски, поднимаем его вверх снизу и складываем под себя. Так складываем по кругу несколько раз, до тех пор, пока не почувствуете, что тесто стало более упругим и уже хуже тянется. Когда это произошло, вот тогда и достаточно складывать. Снова накрываем тесто и оставляем еще на 30 минут отдохнуть. Прошло 30 минут, вот так выглядит тесто, уже появились пузырьки воздуха, смачиваю поверхность стола и будем делать ламинацию. Тесто очень влажное, поэтому нужно обязательно смочить поверхность, чтобы оно не прилипло. Переворачиваем миску и тесто само сползает на стол. Отлично отстает от стенок. Аккуратно растягиваю тесто, чтобы не порвать. Чем тоньше растянете, тем лучше. Растягивайте со всех сторон понемногу. Руки смачивайте водой, потому что тесто очень липкое. Очень важно постараться не порвать тесто. Добавляю заранее измельченные оливки и равномерно распределяю по всему тесту. Складываю тесто с обеих сторон, скручиваю в рулет и немного округляю с помощью шпателя. Перекладываю тесто в вот такую миску. При таком объеме мне нужно, чтобы тесто увеличилось где-то на 80-90%. Это как раз должна быть полная мисочка. Накрываю пищевой пленкой и оставляю при комнатной температуре на брожение на 3 часа. Напомню, температура у меня на кухне 23 градуса. А далее отправляю на холодную ферментацию в холодильник. В холодильнике у меня плюс 5 на 12-14 часов. Это уже как у меня получится. Так, достал тесто уже из холодильника. Посмотрите, как оно выросло. Как я и говорил, постояло оно на кухне у меня вчера 3 часа, а далее я его отправил в холодильник на 12 часов. И вот так оно выросло. Снимаю пленку, огромные пузыри воздуха внутри, присыпаю обильно мукой поверхность стола, чтобы тесто не прилипло, так как тесто очень влажное и липкое. Лопаткой немного отделяю тесто от стенок миски, чтобы оно легче отошло. Переворачиваю и посмотрите, какое оно все воздушное. Сколько пузырьков воздуха, красота. Приподнимаю миску, тесто легко выходит. Сверху тесто также присыпаю обильно мукой. Металлическим шпателем выравниваю края. К металлическому шпателю тесто не так липнет. Тесто очень живое.
Далее аккуратно разделяю шпателем тесто на 4 равные части, делю тесто на глаз, ничего не высчитываю. Для чиабатты это еще лучше, так как она и не должна быть идеальной формы. Перекладываю чиабатты на противень, застеленный пергаментной бумагой, добавляю немного водички на лист между чиабаттами и накрываю сверху другим противнем, чтобы пар оставался внутри. Отправляю в разогретую духовку до 250 градусов на 15 минут. Далее снимаю верхний противень, снижаю температуру до 220 градусов и выпекаю еще так 10-15 минут до золотистой корочки. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Достаем из духовки и посмотрите, какая ароматная красота. Прокомментируйте, как вам? Корочка очень тонкая, хрустящая, мякиш очень вкусный и мягкий, а оливки придают пикантность. В разрезе чиабатты темнее за счет спельтовой цельнозерновой муки, но от этого они еще полезнее. И такие чиабатты очень мягкие. Такой хлеб идеально подойдет для сэндвича, если разрезать его пополам. Ну посмотрите, красота! Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заказывайте закваску и пеките такую здоровую домашнюю выпечку. И до встречи в следующем видео.